Йо, чё как, народ? Ну что, отметили Новый год? И как оно? Нормально? Ага. О боже, тебя съел крокодил? Блин, Блинский! Ребята, я не часто это говорю, но давайте поосторожнее. Ну что ж, так как наступила зима, я сделаю... Истории про пауков, которые были летом. Жаханьгуа. Вот так вот. А вы что ожидали? Да, я собирался делать выпуск про зимние истории, Но, видимо, не сделаю! Ну, блин! зато я решил совместить тему пауков с историями сестрой, потому что каждый раз, когда я начинал думать над темой с пауками, я понимал то, что все они связаны с моей сестрой. Боже, какая ты маленькая! Я тебя ведь зарежу. Так что, держите! Погнали! Вот это я крутая! А я? Нет. Ладно. И перед тем, как я расскажу историю, я хотел бы сказать то, что, чтобы вы понимали, насколько сильно мы боимся пауков, Это Казахстан? Казахстан, да? мы боимся пауков в Майнкрафте. Это пиздец. А потом какой-то гений решил то, что будет классная идея добавить им такие звуки. Поэтому... Женя, ты роешь там шахту или нет? Я скоро приду. Так посмотреть, боязнь пауков — это одна из самых бессмысленных боязней вообще. Ведь из всех моих страхов по типу боязнь смерти, боязнь высоты, боязнь какой-либо травмы, пауки выглядят очень смешно. Привет, я смерть. Я могу убить человека просто потому, что он споткнется. Я боязнь потерять близких. Некоторые после меня не видят смысла жить. Я паук. И что ты делаешь? Я ухожу. Я с тобой. Ребят, вы чего? Ты тоже прикол не поняла? Я как-то тоже приколдес особо этот не понял, но в принципе нормально все. Ой, блядь. Но несмотря на незначительность этой боязни, у нас Настя, она возведена в абсолют. Настолько, что в первой истории мы испугались просто картинки. Женя, Настя, я ухожу. Пока. Кстати, О боже, я знаю этот тон. Что мы натворили? Ты думаешь, я веду список? Итак, вчера мы сломали подушку, 2 синтезатора. У нас есть синтезаторы? 1 цветок. И все. я просто хотел напомнить то, что вы не прочитали ту книгу, которую вам давали в садике. Что, вы сломали второй синтезатор? А у нас был первый? Мы просто посмотрим картинки. Да, мы просто посмотрим картинки. Хочется добавить то, что все картинки в этой энциклопедии были нереально реалистичными. Как живой, но сука, не живой. Мы пролистали ровно всю энциклопедию, и паук был на самой последней. Это был тарантул. И в тот момент наше сердце сказало что-то вроде: Валим на гелике. Серьезные ребята сзади в кожанке. Кринге. После чего мы отпрыгнули от этой книги и не могли подойти к ней еще минут 10. И в конце концов кто-то из нас просто закрыл ее ногой. Наверное, это был я. Типа я все-таки защитник. Ее закрыла Настя. Следующая история начинается с того, что моя мама работала в магазине игрушек. И она решила купить игрушки в сад родителям Насти. Стоп, ты работала в магазине игрушек? Ну да. А я что, совершеннолетний, что ли? Это были резиновые игрушки животных и насекомых, а также там был этот паук, с которым и связана эта история. Как-то раз я пришел к Насте в гости и... Настя, привет. Привет. Ты смотришь Дом 2? Нет. Дело в том, что наш пульт под диваном. И что? А там тот самый паук! Она испугалась игрушечного паука! Он ведь даже не настоящий! После этого я просто взял и достал пульт из-под дивана. Настя, здесь главное не паниковать. Да. Вот, у меня есть классный шлем. Он отпугивает ауру пауков. Правда? Смотри. Паук, слышишь? Я в шлеме от пауков! Нет, только не шлем. Ты слышала? Да! В итоге я решил, что... Что? Это должна сделать ты. Стоп, что? После чего Настя достала этот пульт. Конец. На самом деле мы просто сидели и ждали, пока кто-то из нас это не сделает. И сделала это Настя. Я все более мужественно с каждой историей, не правда ли? Вот такие вот 2 глупые истории, которые показывают абсурд нашей боязни. И это правда. Ну а теперь ваша очередь. Надеюсь, вы поставите лайк и подписывайтесь на канал. Просто так. Почему нет? Ну и вообще, я не хотел бы, конечно, акцентрировать на этом свое внимание, но... У меня завтра день рождения! День рождения! Хэппи-бёрсдэй, так сказать! Так что не забывайте то, что самый лучший подарок для ютубера — это ваша активность. Так что лайк, подписка, колокольчик. Бойчик! Ой. А еще это, кстати, ответ ньюфагом. Что же значит цифра 22 на моей кофте? Это мой день рождения. Который завтра. Так что, знайте. Надеюсь, вам понравилось. Пока. Я молодший друг, это Ганнибал.
Младший друг, Кеннибал. Младший друг, это Кеннибал. О боже, сколько ей лет? Ты закончил садик 2 года назад. Я такой старый.